На удивление, в нашем детском доме ребята жили очень дружно. Это был очень маленький послевоенный детский дом, затерянный где-то в лесу среди холмов. Никто не пытался сбежать отсюда, в отличие от других детских домов, потому что мы все прекрасно знали, что бежать некуда, никто нас и нигде бы не принял. Мы были дети врагов народа, предателей Родины и контрреволюционеров. Дед-враг, нор, сложное слово, была написана красным карандашом на личном деле каждого из нас. Куда бегут, как правило, дети из детских домов? Конечно, к своим мамам и папам. Какими бы они ни были злыми, грязными, пьяными, но дети всегда бегут к своим мамкам. Нам бежать было просто некуда. Наши мамы и папы были в лагерях, у многих были уже расстрелян, и все мосты были сажен, и таким детям, как мы, давали шанс получить нормальную жизнь и даже шанс на усыновление. Дед Пронор должен был писать официально отказ от своих родителей. Тогда он переезжал в обычный детский дом, получал новую какую-нибудь глупую фамилию, типа бесфамильный, найден и тому подобное, отказаться от своих корней, от своих настоящих, пусть уже и мертвых, возможно, родителей. Вот был единственный шанс стереть ту надпись красным карандашом со своего дела. Те, кто отказывался это сделать, отправлялся в наш детский дом, ну или тому подобное ему. Мы были уверены, что таких заведений по стране было немало. Раз в год из Москвы приезжал человек в кожаном плаще, располагался в кабинете директора нашего детского дома и вызывал каждого из нас по одному. Даже близнецы Нечаева, Васька и Гришка, заходили туда по одному, хотя они даже в туалет ходили вдвоем. В наших воспаленных мозгах родился странный для тех времен анекдот. Вопрос, что нужно сделать, чтобы разделить сиамских близнецов. Ответ: нужно отправить их в детский дом и подождать, когда приедет черный человек. Мы были уверены, что будь у нас Нечаевы сиамскими, их бы обязательно приглашали в кабинет к черному человеку по одному. Ни для кого не было секретом, что спрашивал тот человек. «Заявление писать будешь?» – спрашивал он холодным тоном. Как правило, дети не отвечали, они просто мотали головой из стороны в сторону. Никто, по крайней мере в мое время пребывания в том доме, никто не кивнул головой утвердительно, и все мы оставались здесь. Однако среди нас все равно были какие-то распри, какое-то недопонимание и ссора. Все началось, когда детский дом приехал. Джон — это не кличко и не прозвище. Это вполне себе реальное имя по документам. Мы так и не поняли, почему и с какой целью в наше непростое время родители наградили и сына таким именем. Но неужели они не понимали, насколько ему будет тяжело? Человек в черном плаще, в отличие от всех нас, задал Джону два вопроса: первое — заявление, и второе — о смене имени. И оба раза Джон отказался. Он был немного старше нас всех, хотя все дети были довольно разновозрастными. Джонс платил нас всех. Он сделал так, что мы стали чувствовать себя одной семьей. Старше и присматривали за младшими, оберегали их. Джонни читал нотации, не угрожал, не распускал клыки. Он воспитывал нас своим примером. Он вел себя так, что нам хотелось быть такими, как он, подражать ему и вести себя, как он. Воспитатели и учителя ненавидели нас, и это было взаимно, а ненавидели нас за то, что мы не отказывались от своих родителей, и они были вынуждены сидеть с нами в этом захолустье, как будто всей страны мы были такие единственные. Неужели они, взрослые, образованные люди, не понимали, что даже если мы всем разом написали бы те самые злосчастные отказные, то ничего бы не изменилось? Приехали по другие дети,
которые не пожелали предать своих родителей. Мы жили в те годы, когда враги народа множились почти в геометрической прогрессии. Джон был нашим вожаком. Он мог объединить нас и сплотить нас, только что иногда казалось, что воспитатели даже нас боятся. О том, насколько мы были сплоченным единственным организмом, можно было судить по одной странной истории, которая произошла в год выпуска Джона. Кстати, из нашего детского дома просто так никто не выпускался. За каждым из нас к тому моменту накапливалась такая толстенная досье, что дорога была одна в колонию для несовершеннолетних. И только тот самый заветный отказ мог изменить все. Однажды к нам в детский дом прибыли 3 новых воспитательница, передам и довольно странной наружности. Телефонов в те времена не было. И удивленный новыми назначенными, директор принял их на работу. Но куда деваться-то некуда. Возможно, директору не были известны планы начальства, возможно, ожидалось большое пополнение наших рядов. Воспитательниц поселили в одной из спален. Никто ничего не замечал довольно долгое время. Первым их раскусил Джон. Собрав нас всех на нашем любимом месте, за котельной, он поведал, что воспитательницы не являются таковыми. Ему удалось рассмотреть на плечо одну из них наколку. Воспитатели и учителя, они делают наколок. Когда женщины остались наедине, они разговаривали не на простом русском языке, они употребляли тюремный жаргон. Это зайчики, вот только не знаю, бывшие или даже беглые, сделал его Джон. Единственное, чего мы не понимали, что они здесь делают. Возможно, просто решили спрятаться, дескать, в детском доме не будут искать. Все выяснилось, когда Джон заболел, его отвезли в райцентр в больницу. Именно в тот день ложные воспитатели и активизировались. Они не проявляли себя, потому что чувствовали в Джоне угрозу. Возможно, что именно они и избавились от него, подсыпав что-то в это, потому что у Джона скрутило живот после обеда. Местная медсестра решила, что аппендицит. Но у Джона уже был вырезан аппендицит, он даже показывал шрам, те самые свечки. Собрали нас всех в одном из классов и стали рассказывать о том, как же замечательно на зоне, как же прекрасно там сидеть, особенно когда тебя греют с воли, то есть присылают передачки. Мы хоть и были мелкими, но сразу поняли, все они пробрались к нам в детский дом. Вербовать терпел, потому что судьбы наши и без того были сломаны. А после выпуска нас отправляли в колонии. Они хотели, чтобы мы брали на себя те преступления, которых не совершали, а за это на зоне сидели бы с полным подогревом. Как вам такой расклад? Они беспокоились не за себя, они были засланными. Казачка Миени вербовали тех, кто с молодых ногтей был бы тюремным помазанником. Пока они трещали языка мимо, плотным кольцом окружили этих. Вербовщик Джон научил нас делать это незаметно, мы взяли их врасплох, при этом не знали, что с ними делать. «Задирайте юбки», — скомандовал вдруг один из близнецов Нечая. «Бах, что?» — переспросили зайчики. И тут, не сговариваясь, мы набросились на них всей толпой. Связали по рукам и ногам ход, пошло все, что попалось под руки. В итоге задрали юбки и спустили портки. «Несите крапиву!» — крикнули в один голос Нечаева. «Крапива!» И не заставила себя долго ждать. От всей души мы хлестали наглых зайчик по их пятам, однако все-таки были детьми и связали их некрепко. Им удалось вырваться речки, бежали из нашего детского дома так, что у них сверкали пятки. Ничего не понимающий директор и остальной персонал пребывали в полном недоумении. А на другой день приехала милиция. Джон оказался прав, на все 100%. Это были беглые свечки,
но о целях визита было и сна. Оказывается, наш детский дом был не первый. Вот уже несколько лет милиция не могла напасть на их след. В каждом детдоме они действовали по-разному. Оставалось только хвататься за голову. Стоило только представить, сколько же детей им удалось завербовать. Из милиции обещали устроить проверку, но вот это мало верили. Вскоре из больницы перевезли Джона. Диагноз был налицо, у него действительно было отравление. Так что это было делом рук зайчик, без сомнения. За столько лет хождения по детским домам они, видимо, волей-неволей стали своего рода психологами, а потому и вычислили Джона, отчего боялись действовать при нем. Джон был первым воспитанником нашего детского дома, которому директор стиснул зубы, выписал благодарность, и он был единственный, кто не поехал после выпуска в колонию. За Джоном ничего не было. Возле ворот детского дома директор лично вручил ему в руки личное дело с той самой паскудной красной надписью на обложке. Джон оторвал этот кусок от обложки и бросил под ноги у ворот. Больше мы его никогда не видели, но он был для нас. Ты гендай. Вот такая история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего!